Иран и Израиль объявили о завершении военных операций в отношении друг друга. Но если что, обещают возобновить огонь. Тем временем главный переговорщик Тегерана грозится сорвать морскую блокаду Трампа. Си Цзиньпин в Пхеньяне. О чем договариваются и будет ли третий? В Латвии французский истребитель сбил залетевший с территории России дрон. В Албании продолжаются протесты против строительства курорта компании, связанной с семьей Дональда Трампа. Папа Лев собрал целый стадион в Мадриде. Космонавты показали северное сияние из космоса, а драйверы встретили белую акулу. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран в понедельник, 8 июня, объявил о завершении своих военных операций против Израиля. Об этом сообщил Центральный штаб вооруженных сил Хатам Аль-Анбия. При этом Тегеран предупредил, что готов нанести более мощные удары, если Израиль продолжит атаки на территорию Ливана. Центральный штаб Хатам Аль-Анбия объявил о приостановке военных операций против сионистского режима после того, как он был наказан. В заявлении штаба говорится, что после агрессии и враждебных действий кровожадного сионистского режима на юге Ливана и в районе Дахия, совершенных при поддержке преступных Соединенных Штатов, мощные вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли этому режиму болезненный ответ в поддержку угнетенного народа Ливана. Это ответ, из которого фальшивый сионистский режим и его сторонники должны были извлечь урок. Центральный штаб Хатам Аль-Анбия подчеркнул в своем заявлении, что в случае продолжения агрессии и враждебных действий, в том числе на юге Ливана, последуют гораздо более жесткие и сокрушительные меры. О прекращении огня сообщил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но обозначил позицию израильского руководства на случай нового обострения. После того, как Иран атаковал Израиль, я поручил армии обороны Израиля нанести удары по военным и экономическим целям по всему Ирану. Мы это сделали. На данный момент огонь прекратился, потому что после того, как мы нанесли удар по террористическому режиму в Тегеране, он перестал атаковать нас. Если террористический режим совершит ошибку и снова нападет на нас, мы ответим силой, потому что Израиль имеет полное право на самооборону и пользуется этим правом всякий раз, когда это необходимо. Я говорю это вам, дорогие граждане Израиля, так же, как говорю это с признательностью и уважением в своих хороших беседах с моим другом, президентом Трампом. За последние сутки Иран и Хезболла пытались навязать нам новую формулу, и эта формула для меня неприемлема и недопустима. Они думали, что смогут обстреливать Израиль с территории Ливана и Ирана, а мы не будем отвечать. Этого не произошло и не произойдет. Пока я нахожусь на своем посту. Как и на протяжении десятилетий, я твердо отстаиваю наше право действовать против наших врагов. Окончательная цель мирных переговоров между Ираном и США вот-вот будет достигнута, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, призвав все стороны конфликта проявить сдержанность. Пакистан выступает посредником в основном в непрямых переговорах между Вашингтоном и Тегераном по временному соглашению, которое должно остановить боевые действия и отложить обсуждение ряда вопросов, включая иранскую ядерную программу, на последующие переговоры. Однако соглашение остается недостижимым, а стороны периодически вступают в столкновения. Недавний всплеск насилия на Ближнем Востоке — это суровое напоминание об опасностях, связанных с хрупким прекращением огня, и о невыносимых последствиях, к которым оно может привести. Пока мы совместно с нашими братьями и партнерами искренне и упорно работаем над поиском мирного дипломатического решения конфликта, особенно в момент, когда окончательная цель уже почти достигнута, мы настоятельно призываем все стороны проявить сдержанность и дать миру еще один шанс. Давайте продолжим идти путем мира и дипломатии, у которых есть хорошие перспективы успеха, а не путем насилия и разрушения. Тегеран превратит морскую блокаду, введенную Соединенными Штатами, в очередное поражение для врага. Об этом заявил главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале 8 июня. Он также отметил, что заявление президента США о меморандуме о взаимопонимании противоречит ранее достигнутым договоренностям и свидетельствует о том, что Вашингтон не заинтересован ни в перемирии, ни в переговорах. Причиной этой напряженности стало то, что американцы грубо нарушили режим прекращения огня, как посредством морской блокады против иранского народа, так и нарушив соглашение по Ливану, достигнутое в рамках перемирия. Заявления президента США относительно меморандума о взаимопонимании противоречили тем пунктам, которые были согласованы ранее.
Это показало, что они не стремятся ни к прекращению огня, ни к диалогу. Наша цель — завершение войны и установление прочной безопасности, а не нормализация отношений с Соединенными Штатами. Мы также не доверяем другой стороне. Что касается морской блокады, которую мы считаем военным преступлением, то мы обязательно превратим этот замысел противника в очередное поражение благодаря всестороннему планированию. Жители Тель-Авива по-разному оценили ситуацию после того, как Израиль и Иран объявили о прекращении взаимных ударов. Некоторые считают, что Израиль защищал своих граждан и должен был жестко ответить на атаки. Другие уверены, что страна ничего не выиграла от очередного обмена ракетными ударами. Иран не должен вести себя как покровитель региона и обстреливать нас за то, что мы защищаем своих людей. Если они стреляют по нам, должны быть последствия. Честно говоря, я бы хотел, чтобы они атаковали еще сильнее, чтобы показать аятоллам, что так поступать нельзя и что за это будут серьезные последствия. Но этого не произошло, и, если честно, я немного разочарован. Конечно. Мы не победили, но мы уже 2 года, почти 3, не побеждаем. Это победа? Каждые полгода получать очередную порцию ракет из Ирана. Мне кажется, что израильтяне, народ Израиля, определенно проигрывают. Никто не спал, дети не ходят в школы, кто сейчас работает. Все рестораны, которые обычно заполнены, пустуют. Туризма нет. Эти 12 часов ракетных обстрелов были пустой тратой времени для нас. Мы ничего от этого не получили. Иранцы добились того, чего хотели. Создали равновесие между Ливаном и Тель-Авивом. Теперь Израиль фактически связан по рукам. И в отношении Ливана, и в отношении Ирана. По сути, мы проиграли. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян с 2-дневным визитом. В аэропорту его встретили северокорейский диктатор Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чу. Для китайского лидера организовали торжественную церемонию с красной дорожкой, военным почетным караулом и массовой встречей на улицах северокорейской столицы. Вдоль маршрута кортежа были вывешены флаги 2 стран, а тысячи людей приветствовали гостей цветами и транспарантами. Центральным местом церемонии стала площадь имени Ким Ир Сена, где состоялся официальный прием китайской делегации. После церемонии Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели двусторонние переговоры. Как сообщили китайские государственные СМИ, председатель КНР заявил, что Пекин намерен и дальше поддерживать развитие отношений с Пхеньяном и защищать общие интересы 2 стран. По данным китайской стороны, Си также подчеркнул необходимость укрепления стратегического взаимодействия и защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая и Северной Кореи. Этот визит стал первой поездкой Си Цзиньпина в Северную Корею за последние 7 лет. Он проходит на фоне укрепления экономических и военных связей Пхеньяна с Москвой, а также роста внешнеполитической активности Северной Кореи. Для Китая нынешний визит имеет гораздо большее значение, чем обычная дипломатическая встреча. Последние годы Пекин с тревогой наблюдает, как Северная Корея постепенно выходит из международной изоляции благодаря сотрудничеству с Россией. Если раньше Китай был практически единственным крупным партнером Пхеньяна, то теперь у северокорейских властей появился еще один влиятельный союзник, способный поставлять технологии, энергоресурсы и политическую поддержку. Поэтому одной из ключевых задач Си Цзиньпина стало напоминание о том, что именно Китай остается главным экономическим партнером Северной Кореи. Более 90% внешней торговли КНДР по-прежнему связаны с Китаем. Через китайскую территорию проходят основные поставки продовольствия, топлива и потребительских товаров, необходимых северокорейской экономике. По данным китайских СМИ, на переговорах обсуждались новые инфраструктурные проекты, модернизация приграничных переходов и расширение транспортного сообщения между странами. Для Пекина это не только вопрос торговли. Китай стремится предотвратить экономический кризис в соседней стране, поскольку любые потрясения в Северной Корее могут привести к нестабильности на китайской границе и потоку беженцев. Еще один важный вопрос – военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой. За последние 2 года Северная Корея превратилась в одного из наиболее активных партнеров России. Западные страны утверждают, что КНДР поставляет России артиллерийские боеприпасы, ракеты и другую военную продукцию, а взамен получает технологии и экономическую помощь. Китай официально дистанцируется от такого сотрудничества, однако не может игнорировать его последствия для баланса сил в регионе. Особое беспокойство Пекина вызывает и растущее военное присутствие США в Восточной Азии. Вашингтон усиливает сотрудничество с Южной Кореей и Японией, проводит совместные учения и расширяет системы противоракетной обороны. На этом фоне Китай и Северная Корея все чаще говорят о необходимости координации действий перед лицом того, что они называют внешним давлением.
Фактически встреча Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала демонстрацией того, что Пекин не намерен уступать влияние на Корейском полуострове ни Москве, ни Вашингтону. И хотя официально речь идет о дружбе и экономическом сотрудничестве, за этими заявлениями стоит борьба за влияние в одном из самых напряженных регионов мира. Чем теснее становятся связи между Китаем, Северной Кореей и Россией, тем сильнее обеспокоенность США, Японии и Южной Кореи. А значит, визит Си в Пхеньян может стать не просто дипломатическим событием, а еще одним шагом к формированию новых политических блоков в Азии, последствия которых будут ощущаться далеко за пределами региона. Совет Безопасности ООН вновь собрался на заседание по Украине на фоне новой волны массированных ударов. Представитель США заявил, что война стала для России стратегической ошибкой и призвал стороны немедленно согласовать всеобъемлющее прекращение огня и перейти к переговорам. Коллеги, Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены недавней эскалацией российско-украинской войны, включая массированные удары России беспилотниками и ракетами на прошлой неделе, которые привели к гибели более 20 мирных жителей и еще большему числу раненых. Как ясно заявил на прошлой неделе государственный секретарь Рубио, вторжение России в Украину стало стратегической катастрофой. Ее нефтеперерабатывающие заводы горят, а Россия сейчас теряет по 5000 человек в месяц. Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация этого не изменит и лишь рискует сделать катастрофу еще хуже. Эта война должна закончиться сейчас. Хватит, достаточно. Прискорбно, что проведенные до настоящего времени переговоры не привели к договоренностям и необходимым шагам для достижения мира. Мы призываем обе стороны немедленно согласиться на всеобъемлющее прекращение огня, которое должно привести к урегулированию войны путем переговоров. Российский представитель Василий Небензя, в свою очередь, обвинил Украину в атаках на гражданские объекты на подконтрольных России территориях и заявил, что российские удары наносятся исключительно по военной инфраструктуре. Москва также вновь обвинила Запад в затягивании конфликта. Сегодня мы в очередной раз собрались в Совете Безопасности по инициативе посредством Украины и ее европейских спонсоров. За последние годы подобные заседания превратились в рутинный элемент антироссийской информационной кампании. Никакого позитивного заряда они не несут и урегулирование кризиса не приближают. Хочется спросить у европейских спонсоров. Вы сами-то не устали слушать и говорить одно и то же? Европейские делегации по заказу украинцев могут созывать совет хоть каждый день, соревноваться с друг другом в лицемерии и антироссийской риторике, выражать солидарность с Киевом, говорить о необходимости защиты демократии и международного права, фабриковать бездоказательные инсинуации. Как, кстати, сегодня вы ссылались на Чернобыль. Посмотрите лучше, что сказал об этом гендиректор МАГАТЭ Грузии. Но есть проблема. Все эти слова лишены какой-либо связи с реальностью. Представитель Украины отверг российские обвинения, назвав их дезинформацией. Киев заявил, что Россия продолжает усиливать атаки на украинские города и гражданское население, а также призвал международное сообщество усилить давление на Москву для достижения прекращения огня. Как долго мы будем это терпеть? Позвольте высказать одно предложение. Если Россию не устраивают решения Генеральной Ассамблеи, требующие безусловного вывода ее войск, или, правильнее сказать, военных преступников, с территории Украины. Если Россия отвергает независимые доклады профильных структур ООН, разоблачающие варварскую политику Москвы, то, возможно, пришло время попрощаться и покинуть Организацию Объединенных Наций. Как мы все знаем, Российская Федерация никогда не была надлежащим образом принята в ООН. Поэтому я не думаю, что кто-либо в этом зале будет проливать слезы, когда Россия, наконец, хлопнет дверью и уйдет. Каждый день российский представитель своими постоянными лживыми заявлениями буквально плюет нам в лицо, а мы слишком вежливо делаем вид, будто это всего лишь дождь. В Латвии сбили беспилотник, который залетел в воздушное пространство страны со стороны России. По данным латвийских военных, дрон отклонился от курса из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы. Наши системы наблюдения показали, что беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии в результате российского радиоэлектронного воздействия.
В 10:05 миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии уничтожила этот дрон после визуального подтверждения его нахождения над территорией Латвии. На данный момент нет подтверждений какого-либо ущерба гражданской инфраструктуре или жителям в результате уничтожения беспилотника. Наши подразделения работают в районе происшествия и обследуют местность, чтобы установить тип дрона и выяснить, был ли нанесен какой-либо ущерб объектам гражданской инфраструктуры. Пока такой информации у нас нет. На перехват подняли французский истребитель «Рафаль», который участвует в миссии НАТО по охране неба над странами Балтии. Беспилотник уничтожили над малонаселенной местностью. Пострадавших и разрушений нет. Французские военные опубликовали видео вылета истребителей с авиабазы в Литве и кадры сопровождения дрона. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что главную роль сыграла быстрая реакция военных и НАТО. При этом он отметил, что сбивать дешевые беспилотники дорогими ракетами невыгодно. Сегодня в Латвии произошел инцидент. Мы видим и можем сделать вывод, что самое важное — это скорость принятия решений, скорость обнаружения угрозы, скорость взаимодействия с вооруженными силами, скорость коммуникации с НАТО и скорость выдачи разрешения на уничтожение цели. Сбивать беспилотники военным истребителем крайне нерационально. Стоимость ракет и сопутствующие расходы делают такой способ борьбы с дронами неэффективным в долгосрочной перспективе. Хорошо, что у нас есть такие возможности и что мы демонстрируем их эффективность как в Эстонии, так и в Латвии. Однако это не тот путь, по которому следует двигаться дальше. Поэтому Латвия делает ставку на соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Это крупное соглашение с Украиной, единственной страной в мире, которая на практике доказала способность уничтожать дроны с высочайшей точностью и на самом высоком технологическом уровне. Это Украина и никто другой. Франция и Германия решили отказаться от совместного проекта по созданию истребителя нового поколения ФКАС. По данным немецких чиновников, такое решение приняли президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после нескольких месяцев безуспешных попыток вывести программу из кризиса. Проект был запущен в 2017 году как символ европейского оборонного сотрудничества. Помимо самого самолета, он предусматривал использование беспилотников и единой цифровой системы управления боем. Однако партнеры так и не смогли договориться по ключевым вопросам, от технических требований до распределения контроля между участниками программы. Основные разногласия возникли между европейским концерном Airbus, представляющим Германию и Испанию, и французской компанией Dassault Aviation. Стоимость программы оценивалась примерно в 100 миллиардов евро. Ее закрытие стало очередным свидетельством трудностей, с которыми сталкивается Европа при попытках укрепить собственный военно-промышленный потенциал. При этом часть связанных с проектом разработок, включая систему защищенного обмена данными между боевыми платформами, может быть сохранена и продолжена под тем же названием Future Combat Air System. Французские власти заявили о полной готовности обеспечить безопасность саммита G7, который пройдет в городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. По словам префекта Верхней Савойи Эммануэль Дюбе, принятые меры соответствуют уровню выявленных угроз. Франция предоставила себе все необходимые средства для обеспечения безопасности этого исключительного мероприятия. Меры, введенные под моим руководством и под руководством госпожи прокурора в части правовых аспектов, направлены на соразмерное реагирование на риски, которые, по нашей оценке, могут повлиять на проведение саммита мировых лидеров. Со стороны национальной полиции для обеспечения безопасности саммита G7 в Эвиане задействованы 5600 сотрудников полиции, не считая подразделений мобильной полиции. Эти сотрудники прибыли как из департамента Верхняя Савойя, так и из региона Овернь, Рона, Альпы и других частей страны. Кроме того, в рамках этого мероприятия нас поддерживают европейские полицейские из Бельгии, Германии, Италии, Люксембурга, Греции, Швейцарии, Испании и Австрии. Жандармерия мобилизует 6100 жандармов для этой операции, включая 5400 сотрудников, направленных в качестве подкрепления из региона Овернь, Рона, Альпы, а также из других подразделений страны. В операции участвуют как действующие сотрудники, так и резервисты. Подготовка к саммиту уже вызывает недовольство по другую сторону границы, в швейцарской Женеве. Владельцы магазинов начали закрывать витрины деревянными щитами в ожидании массовой антиглобалистской акции, которая пройдет 14 июня. Многие жители считают, что Франция фактически переложила часть организационных и финансовых проблем на соседний город. Именно через Женеву будут прибывать большинство иностранных делегаций перед отправкой на саммит.
Саммит проходит в Эвиане, но проблема переходит на Женеву. А Женева не Франция, поэтому последствия ложатся на другую страну. Я не знаю, были ли какие-то договоренности и будет ли Франция участвовать финансово, если Женеве нанесут ущерб, или в расходах на обеспечение безопасности, полиции, военных и других служб. Надеюсь, это было согласовано. По сути, это точная копия того, что происходило в 2003 году, когда саммит G7 также проходил в Эвиане. Тогда напряженность была на левом берегу Женевы. Но и здесь тоже были протесты. Я помню слезоточивый газ и подобные вещи. Это было довольно жестко. Во всяком случае, это была очень масштабная акция протеста. Можно сказать, что все это просто свалили на Женеву. Все прилетают в Женеву, самолеты прибывают сюда, а потом едут в Эвиан, а нам остаются только проблемы и все, что с этим связано. Мы бы предпочли, чтобы саммит проходил где-нибудь в другом месте. Не понимаю, почему его не провести в Версале или еще где-то во Франции. Там столько прекрасных мест. Напомним, саммит лидеров стран G7 – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США – начнется 15 июня. В Стамбуле состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и временного президента Венесуэлы Дельси Родригес. Переговоры прошли во время остановки венесуэльского лидера в Турции по пути из Индии. Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил Дельси Родригес, после чего провели совместную фотосессию и переговоры за закрытыми дверями. Подробности встречи официально не раскрываются. Однако визит проходит на фоне продолжающихся усилий новых властей Венесуэлы по стабилизации ситуации в стране и поиску зарубежных инвестиций. Дельси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента, возглавила временное правительство после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами. Одной из ключевых задач нынешнего руководства страны называется привлечение инвестиций в нефтяную и горнодобывающую отрасли. Турция и Венесуэла в последние годы поддерживают тесные политические и экономические связи. Анкара остается одним из важных международных партнеров Каракаса, а переговоры в Стамбуле могут стать частью усилий по укреплению двустороннего сотрудничества. Суд в США признал незаконным введенный администрацией Дональда Трампа сбор в размере $100 тысяч за получение рабочей визы H-1B. Решение было принято по иску генеральных прокуроров 20 штатов, контролируемых Демократической партией. Судья постановил, что данный платеж фактически является налогом, а вводить новые налоги президент не может без одобрения Конгресса. В администрации Трампа утверждали, что речь идет не о налоге, а о специальном сборе, который должен ограничить въезд отдельных категорий иностранных работников. Однако суд не согласился с этой позицией. Программа H-1B позволяет американским компаниям нанимать высококвалифицированных иностранных специалистов. После повышения стоимости оформления визы число заявок резко сократилось. Согласно материалам дела, к середине февраля по новому тарифу было подано всего 85 заявлений. Теперь решение суда ставит под вопрос дальнейшее применение этого сбора и может привести к пересмотру миграционной политики администрации Трампа в отношении иностранных специалистов. В Албании продолжаются протесты против строительства элитного курорта, связанного с инвестиционной компанией Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. На улице Тираны вновь вышли несколько тысяч человек. Они выступают против застройки побережья возле охраняемой природной зоны Вьоса-Нарта, где обитают фламинго, морские черепахи и другие редкие виды животных. Участники акции заявляют, что природные территории не должны становиться объектом коммерческой застройки, а решения по таким проектам должны приниматься более открыто и прозрачно. Экологи предупреждают, что реализация проекта может нанести ущерб местной экосистеме. Власти же считают, что развитие туристической инфраструктуры поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. Я здесь, чтобы выступить в защиту нашей страны, прежде всего ее природы. У нашей страны нет цены, как и у ее природы. Ее нельзя продать никому, независимо от того, кто этот инвестор и какой у него статус. Это не продается. Мы протестуем здесь. Сегодня здесь собрались наши люди, и мы будем приходить сюда каждый день из-за того, что происходит в этом месте. Дело не только в Звернеце, Нарте или в Лёре. Речь обо всем, что идет не так уже. Не знаю, лет 30, 3 десятилетия. В Мадриде папа римский Лев XIV провел встречу с верующими на стадионе Сантьяго-Бернабеу. По данным организаторов, на мероприятие пришли около 70 тысяч человек. Понтифик проехал по стадиону на папомобиле, приветствовал собравшихся, благословил детей и пообщался с семьями. Перед участниками также выступили музыканты, певцы и танцевальные коллективы. Во время встречи папа выслушал истории нескольких католиков, в том числе семьи переселенцев из Перу, которая переехала в Испанию 4 года назад. В своей речи Лев XIV призвал к диалогу, взаимопониманию и укреплению братства между людьми.
Мероприятие стало крупнейшим событием его визита в испанскую столицу. После Мадрида папа отправится в Барселону, а затем посетит Канарские острова, где встретится с мигрантами, прибывшими в Европу из Западной Африки. Необычные кадры с орбиты опубликовала астронавт НАСА Джессика Мейер. На таймлапсе, снятом с борта космического корабля SpaceX Dragon, видно южное полярное сияние, возникшее после недавней солнечной активности. По словам астронавта, в отличие от других сияний, которые она наблюдала раньше, это буквально извивалось и двигалось прямо под кораблем, создавая впечатляющее зрелище. Полярные сияния появляются, когда заряженные частицы от Солнца взаимодействуют с магнитным полем и атмосферой Земли. В Средиземном море у берегов Сицилии дайверы, занимавшиеся очисткой акватории от так называемых «призрачных сетей», неожиданно встретили взрослую большую белую акулу. Экспедиция работала на месте затонувшего судна в Сицилийском проливе, районе с богатым биоразнообразием, который испытывает серьезное давление со стороны промышленного рыболовства. Во время погружения специалисты удаляли брошенные сети, в которых продолжают запутываться рыбы и морские черепахи. Появление большой белой акулы стало редким событием для Средиземного моря. Ученые отмечают, что большинство данных об этих хищниках в регионе ранее поступало после их случайного вылова рыбаками. Помимо подъема сетей, участники экспедиции также собрали образцы экологической ДНК и провели мониторинг морской экосистемы вокруг затонувшего корабля.